Всем привет! Сегодня мы разберемся в способностях Цукишира Янаги, агента аномалии S-ранга с электрическими атаками ближнего боя, которая быстро становится одной из сильнейших ДПС в игре. Янаги привносит уникальные механики и невероятный потенциал урона, так что если вы хотите улучшить свою аномальную команду, она отличный выбор. Так что же делает Янаги такой особенной? Во-первых, это ее уникальная механика под названием сбитая полярность. Обычно, чтобы вызвать эффект хаос, вам нужно сначала наложить одну аномалию, а потом активировать другую. Но у Янаги есть особый обходной способ. Используя свой ультимейт или особую атаку, она может мгновенно активировать мини-эффект хаос. Не заботьтесь о том, какая аномалия уже наложена на врагах. Как электрический агент, она легко вызывает сбитую полярность через шок, что дает ей огромное преимущество в ДПС и делает ее ключевым персонажем в аномальных командах. Не обманывайтесь ее кажущимся простым геймплеем. Играть за Янаги может быть не так легко. Ее стиль требует постоянного контроля за бафами, быстрой сменой стоек и точного выполнения комбо. У нее есть две уникальные стойки – Дёген и Каген, каждая из которых дает свои бафы и атакующие комбинации. Вы можете переключаться между стойками в любой момент с помощью особой атаки. А если делать это правильно, то можно суммировать эти эффекты обоих стоек для еще большей эффективности во время боя. Чтобы играть за Янаги эффективно, важно правильно управлять ее стойками. Стойка Растущая Луна дает чуть больше урона, но ключевой момент всегда держать активными бафы обеих стоек. Ее базовые атаки, которые зависят от текущей стойки, лежат в основе ее комбинаций и накопления аномалий. К счастью, у Янаги есть множество способов пропустить первые две базовые атаки, что позволяет сразу перейти к ее электрическим атакам, которые наносят больше урона и способствуют накоплению аномалий. Когда вы освоитесь ее комбинациями и сменой стоек, сбитая полярность станет ее основным источником урона. Это не только дает большие цифры урона, но и представляет собой гибкий инструмент, который можно активировать практически по запросу. С помощью особой атаки, спецзаряженной атаки или ультимейта, она может вызвать сбитую полярность, наносящая приличный урон и при этом не убирающую аномалию с врага. Кроме того, ее спецзаряженная атака активирует состояние Шинран Баншо на 15 секунд, что позволяет Янаги пропускать обычные атаки и поддерживать плавный поток комбинаций электроурона. Ко всему прочему, у нее есть ключевые пассивные навыки «Лунное затмение», которые увеличивают множитель урона нарушения, то есть хаоса, для всей команды. Так что вы наносите серьезный урон, когда держите хороший темп. И не забывайте, что у Янаги есть и другие способности, такие как контратака уклонения, цепная атака и вспомогательные навыки, которые помогают накапливать аномалию, когда это необходимо. В целом, ее набор умений действительно впечатляет. Она ДПС персонажа, создающая новый мета-уровень, идеально подходящий для тех, кто предпочитает мощные и комплексные комбо. Однако она достаточно гибка, чтобы работать и в командах без акцента на аномалию. Несмотря на сложность и необходимость навыков, ее огромный потенциал урона и универсальность оправдывают вложения. Теперь давайте поговорим о ее амплификаторах, то есть ее вариантах оружия. Если вы хотите выжить максимум из ее стиля игры с эффектом хаоса, есть несколько отличных вариантов, на которых стоит обратить внимание. Начнем с ткача времени, который безусловно является лучшим выбором для Янаги. Этот амплификатор увеличивает ее урон от эффекта хаоса на 25%. И этот бонус действует на все эффекты хаоса, которые она вызывает, включая ее уникальную сбитую полярность. Плюс у ткача времени отличные характеристики, что делает его идеальным выбором не только для команд, сосредоточенных на эффекте хаоса, но и для моноэлектрических сборок. Так что если он у вас есть с этим амплификатором, Янаги действительно покажет свою мощь. Далее идет электроблеск для губ. Это хороший альтернативный вариант, если вам не удалось получить сигнатурный амплификатор Янаги. Благодаря отличному накоплению аномалии Янаги, она сможет почти постоянно поддерживать большинство бонусов этого амплификатора. За исключением, может быть, самого первого наложения аномалии. Он не так силен, как ткач времени, но все равно неплохо справляется со своей задачей. Еще один хороший вариант — это встроенный компилятор
Этот амплификатор отлично сочетается с Янаги, так как она часто использует свои особые заряженные атаки благодаря механике смены стоек. Если Янаги получает достаточное времени на поле боя, то встроенный компилятор может хорошо бафнуть ее показатель знания аномалии. Затем у нас плачущие близнецы, которые завершают список ее хороших нелимитированных вариантов. Этот амплификатор интересен тем, что при определенных условиях он может даже превзойти некоторые из других упомянутых выше. С плачущими близнецами обычно можно рассчитывать на среднее значение в 2 заряда, но против определенных врагов, особенно тех, кто медленно оглушаются. Он может показать еще лучший результат благодаря способности Янаги и ее команды быстро накладывать аномалию. И, наконец, тропический гурман. Этот выбор значительно уступает остальным вариантам, хотя его можно использовать при внимательном планировании и правильной последовательности заряженной особой атаки и распределении энергии. Он все равно не раскроет полный потенциал Янаги, так как другие амплификаторы. Это скорее последние варианты, если у вас нет доступа к чему-то лучшему. Подведем итог. Ткач времени это наилучший выбор. Блеск для губ и встроенный компилятор достойные альтернативы. Плачущие близнецы может неожиданно стать лидером при определенных условиях. А тропический гурман, но лучше пропустить его, если можно. Выбирайте с умом, чтобы Янаги показала всю свою силу на поле боя. Теперь давайте обсудим ее драйв-диски или, проще говоря, снаряжение. Правильный выбор драйв-дисков может значительно усилить возможности Янаги в бою. Поэтому рассмотрим, какие наборы подходят ей лучше всего. Для команд с чистым электронаправлением, где ключевой фокус это постоянное навождение электрической аномалии, лучшим выбором будет набор грозовой Heavy Metal. 4 части. Этот сет помогает Янаги и ее команде постоянно держать врагов в состоянии шока, что позволяет активировать мощный баф на силу атаки и поддерживать его для всех ее аномалий. И снова у нас есть несколько рекомендаций из 2 частей сетов для этой сборки. Это или Freedom Blues, или House... Сейчас. Или вот House Jazz. Тоже 2 части. И то, по сути, дают знания аномалий плюс 30. Тут без разницы, что именно фактически выбирать. Опять же, Гормон Панк. 2 части на силу. И Фугу Электро на процент пробития. Если у вас уже хороший процент пробития, то с этим еще будет лучше, по сути. Другой вариант для команд с чистым электрическим уклоном это House Jazz, 4 части. Он хоть и уступает грозовому Heavy Metal в эффективности, но тоже неплохо в командах через эффекты хаоса. И в целом неплохо работает и в командах с моноэлектрическим уклоном. Как и прежде, можно дополнить его одним из следующих 2 частей сетов. Это у нас, опять же... вот, грозовой Heavy Metal 2 части, Freedom Blues, Гармон Панк или Фугу Электро. Теперь давайте разберемся с лучшими характеристиками для драйв-дисков для Янаги, чтобы максимально усилить ее в эндгейме. Итак, по основным характеристикам для дисков. В 4 ищем знание аномалии, в 5 бонус электроурона, и в 6 контроль аномалии. Это что насчет именно основных статов. Теперь, что касается характеристик для эндгейма доп. То есть доп статистик в драйв-дисках. Стараемся собирать контроль аномалии, атаку и пробитие. Что касается именно уже конечного показателя, атака должна быть 2400-3400 плюс. Тут все зависит от выбранного оружия, естественно. Не все оружия могут дать много сил атаки. Контроль аномалии должен быть 148-190.
И тут уже чем больше, тем лучше, но примерно приблизиться надо к 190%. И знание аномалии. Знание аномалии нам нужно собрать от 350 до 450 плюс. Тут это будет проблематично, но придется как-то таки сделать. При подборе этих характеристик для драйв-дисков и максимизации атаки и аномальных характеристик вы сможете значительно повысить урон Янаги и сделать ее по-настоящему мощным ДПС для эндгейм контента. Теперь, что насчет команд? У нее по сути, две идеальные команды. Одна через эффект хаоса, и вторая через чистый электроурон, по сути. Первый вариант это, естественно, сама Янаги. Второй член команды это Бернис, но в моем случае ее нету, потому мне... Ну, то есть я ее скипнул ради Янаги. У меня ее нету, но учтите, вот что здесь во втором слоте это Бернис. Бернис чем хороша? Тем, что она вешает дот, который позволяет продолжать собирать огненную аномалию, пока сама Бернис не находится на поле боя. То есть Янаги может спокойно в это время находиться на поле боя и собирать электроаномалию. И третий слот займет здесь, в данном случае, это Цезарь. Во-первых, щит, во-вторых, бафает силу атаки. Если у вас нету Цезаря, можно поставить Люси. Можно поставить Люси. Она тоже силу атаки бафает. Ну и, собственно, попутно будет чуть-чуть помогать. Ну, скажем так, она не то чтобы будет сильно помогать огненную аномалию собрать, но чуть-чуть будет помогать с этим. И неплохая альтернатива это Сет. Только в данном случае Сета нужно будет поставить во второй слот, так как он бафает перед собой члена команды. То есть Бернис надо будет поставить в третий слот. Почему он хорош? Потому что он может бафать знание аномалии на 62 единицы, что не так уж то плохо, даже без прокачки, по сути. То есть, если его полностью прокачать, он аж 100 аномалий дает, 100 бонус аномалии членам команды. Это через реакцию хаос. Теперь посмотрим команды для тех, кто будет играть чисто через электроурон. Первый слот это Янаги, во второй или в третий, тут зависит от того, если вы будете ставить Сета или нет. Выбираем Рину, так как Рина, во-первых, бафает пробитие члена команды, что вполне полезно. А во-вторых, она продлевает время действия шока на цели, и те, кто подвержены шоку, наносят больше электроурона по цели. Во второй слот ставим Цезаря. Цезарь, если она у вас есть. Опять же, это щит, как я уже говорил, и баф силы атаки. Если нет Цезаря, опять тут у нас или Люси, которая тоже бафает силу атаки. Или Сет, как я перед этим говорил. Тут смысл тот же самый, только его нужно будет поставить в второй слот. Точнее, после Янаги он должен идти по счету. Опять же, он небольшой щит тоже может делать. Ну, у Цезаря, конечно, он сильнее, но Сет тоже делает щит и бафает вот этот вот... увеличивает, точнее. Ну, бафает, да. Смысл один и тот же. Знание аномалии. Теперь, что насчет бамбу, тут все будет зависеть от вашего геймплея, по сути. Если вы играете через двойной электро, то есть два электроперсонажа у вас в команде, выбираем двух электробамбу. Это, во-первых, вот этот вот штекербу, или же вариант, это вот этот вот электробу. Если вы соберетесь играть через двух огненных членов команды, здесь выбираем двух вот этих вот. Сейчас, где они тут у меня?
Вот, Плаксабу или Ракета Бу. Вот этих двух. И остается... Ой, не туда нажал. И остается еще один вариант. Это если вы будете играть с двумя физ-персонажами в команде. Здесь у вас будет один единственный хороший вариант, но он S-ранговый. Это вот этот револьвер Бу к вам в команду. На этом все о Янаге. Пишите в комментариях, что вы думаете о ней, или делитесь вашими советами, если уже играете за нее. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео по Xenoverse Zone Zero и не только.